Всем привет! Мы сегодня будем устанавливать камин в наш дом. Я думаю, многие, кто мечтают о частном доме, в своих мечтах представляли, что внутри дома должен быть обязательно очаг в виде пламени. Причем у нас в мечтах этот очаг был из естественного огня обязательно. То есть не какие-то декоративные камины или установки, которые генерируют пар и свечением светодиодов создают иллюзию, что работает камин. Нам нужно было именно дровяное горение огня в нашем доме. Когда мы придумывали дом с архитектором, в нашем эскизном проекте и на трехмерной модели этот камин присутствовал в гостиной, именно в том месте, где мы по факту его будем делать. Некоторые, возможно, зададутся вопросом, почему мы не делаем здесь кирпичную печь. Ну, смотрите, если кирпичную печь топить, то кирпич будет отдавать тепло. И после 2 часов сидения рядом с этим камином, естественно, повысится температура в комнате рядом с камином, и через пару часов захочется этот камин просто потушить. И для этого можно было бы использовать технологию строительства каминного короба, в котором можно реализовать специальные решетки, задвижки и регулировать поток тепла, отходящий от камина. Зная примерно, в каком месте будет располагаться камин, мы предварительно зимой, когда монтировали крышу, сделали трубу для дымохода. Эту трубу мы смонтировали, когда проходили кровельные работы, потому что если монтировать ее после кровельных работ, будет весьма сложно сделать ее герметично. Поэтому очень удачно было ее сделать именно до появления нашей кровли. Он, конечно, стоит еще не на своем месте. Я думаю, он еще ближе к стене будет. Вот вылез саморез, и я вижу, что, в принципе, я рассчитал достаточно ровно. Конечно, хотелось бы его ближе туда сделать, трубу, но, с другой стороны, близко к стене тоже не стоит. Смотрите, кошмар дачника. Мухи, подъем. Лето настало. Была целая серия, посвященная, как мы делали трубу. Трубу решили делать сразу же, когда делали кровлю, потому что потом будет сложно ее внедрить. Ну и в итоге мы довели трубу до вот этого подкрышного пространства. Она находится в утеплителе. Вот так это выглядит. И этот короб утепленный должен так вниз и идти. Мне надо убрать вот этот брусок. Он мешает, он держит потолок. Среди всех производителей каминных топок мы остановили свой выбор на компании, которая является лидером на этом рынке и уже 20 лет занимается каминами. Это компания Эко-Камин. У них есть интересная линейка каминных топок под названием Альфа. Выбрали мы модель Альфа 800, она нам подошла по размеру и понравилась по внешнему исполнению. Сверху все подготовил, то есть выпилил проем, там до доски, здесь почти до доски и по бокам утеплитель. Это будет все равно все заполнено утеплителем, но проход для трубы готов. Мы выбрали более надежные трубы, чем продаются обычно в магазинах. Во-первых, эти трубы из нержавейки, полностью из нержавейки. Бывают трубы из нержавейки только внешняя труба, а внутренняя там из оцинковки или наоборот. У нас здесь все нержавейка. И все это нержавейка толщиной 1 мм. Не 0,5, которые чаще всего продаются, а именно 1 мм. А также утеплитель используется специальный. Это не просто какая-то минеральная вата. Это утеплитель называется Супервул. Судя по характеристикам, этот утеплитель имеет термоустойчивость до 1200 градусов. Когда мы делали трубу на крыше, сделали нам зрители замечание, что мы скрепляли сэндвич-трубу саморезами.
порекомендовали использовать вот такие хомуты. Вот я купил, стоит, по-моему, каждая 200 рублей штука. И с помощью вот этих хомутов уже сделали дополнительное соединение. Выглядит, кстати, классно. Особенно переход с сэндвича в трубу очень прям так, ну, соединился как родной, в общем, стал. Самая сложность из всего вот этого — это подключить трубы, когда уже сверху труба смонтирована, и она неподвижна. То есть нам нужно будет смонтировать трубу, а потом подсоединить камин и поднять его как-то вверх, чтобы он пристыковался к трубе. Это будет очень интересно. Я распаковал камин. Сейчас сделаю его обзор, но хочу для начала его отпозиционировать на месте. И чтобы труба была не кривой, сейчас я относительно вот трубы, которая проходит у нас через крышу, провяжу грузик с веревочкой и спущусь сюда. Должен быть груз примерно вот здесь. Это я на глаз сделал отметку. Сейчас проверим мой глазомер. Поднялся на крышу. Вот наша труба для камина. Есть контакт. Ну вот, 2 сантиметра, глаз ошибся. Интереснейшее занятие. Вот эту вот собранную конструкцию в 2 метра я буду пропихивать через вот этот проем, чтобы попасть вон в ту трубу. У меня цель, чтобы вот здесь был разъем трубы, и мне будет проще здесь уже камином подключаться к этой трубе. Есть контакт. Ну что могу сказать, это было эпично. Такую тяжесть в одиночку поднимать, попасть в стык. Там же еще 2 трубы, внешняя и внутренняя. При этом все промазано герметиком, там темно. Это все пытается упасть вниз. В общем, это было весело, конечно. Пристыковал, закрепил на хомут. Первый раз вывалилось все. Опять намазал, опять вставил на двойной хомут. В общем, закрепил. Бегом сюда прибежал, встал вот эту вот собирать штуку, подпорки. И теперь по уровню все выравниваю. Ну, камин еще стоит неровно. Главное, ориентирован там на стене. Даже не знаю, что делать. Подождать, чтобы герметик застыл. Либо там сейчас полку какую-то сделаю с укосинами, чтобы это все держалось без вот этих досок. Весело, в общем, весело у меня тут. У меня в арсенале инструмента появилась вот такая автономная мойка высокого давления Aquagun. Она аккумуляторная, ей не нужно питание от сети, чтобы работать. Она в таком сделана форм-факторе в виде, ну, похоже на шуруповерт, как пистолетного типа. Мойка может отмыть дорожки, автомобиль, велосипед, какие-либо там фасады, заборы и так далее. Для работы мойки не нужно центральное водоснабжение или вода под давлением. Достаточно шланг погрузить в любую емкость. Это может быть бочка, бутылка или даже водоем. Она будет подаваться по шлангу, а двигатель создавать давление до 30 атмосфер. И классно, что она автономная. То есть взял, отошел, где-то там помыл, ты не привязан к розетке. Это очень удобно. А у некоторых на дачах даже розетки нет. В комплектации с мойкой идет все необходимое для того, чтобы она работала. Фильтр, который подключается к шлангу, быстросъемное соединение шланга самого. Шланг 5 метров. Это позволяет с мойкой отходить от емкости с водой. В комплекте есть белая фреза 40 градусов и красная фреза 0 градусов. Красная она для более точечной уборки. Также есть вот такой бачок для моющего средства, например, чтобы помыть автомобиль. Можно заполнить моющим средством. Это стандартное соединение, и сюда можно
очень много всего купить на любой вкус. Это соединение металлическое, в отличие от других моек. Иногда используются пластиковые соединения. Здесь оно более надежное в металле. Инструкция и зарядка для того, чтобы аккумулятор подзаряжать. И это все представлено в кейсе, в котором удобно эту мойку перевозить. Мойку Акваган можно использовать в качестве пульверизатора для того, чтобы опрыскать деревья, например, от вредоносных насекомых. Несмотря на такой компактный размер, мойка выдает давление до 30 атмосфер. Работы аккумулятора хватает на 30 минут. Заказать мойку высокого давления Акваган можно на маркетплейсах по ссылке в описании. Я обозначил места ножек. То есть это ножка задняя, там ножка задняя, передняя нога и передняя нога. Здесь такая особенность, что передние ножки находятся шире, чем задние, ну, примерно сантиметров на 20. Каминную топку я буду размещать на газобетонный блок повышенной прочности D600, и он будет располагаться относительно стены вот так под углом. Ну, к сожалению, такая конструктивная особенность у печи. Вот здесь идет маленькая полосочка, вон герметик, видишь? То есть вся поверхность этого кольца промазана герметиком, все герметично. Готова ли ты? Да. Готово. Каминная топка установлена на брусья. Снизу поставил домкрат. Это блоки я просто примерял, как будет выглядеть каминный короб. Установил одно колено маленькое, короткое трубы. И сверху у нас подведена труба, которая уже неподвижная, я ее зафиксировал. Вот там стоит колено метровое, которое нужно сюда установить. И каминную топку поднять к трубе. Монтаж наоборот. Обычно ставится каминная топка, уже от нее поднимается труба. У нас уже труба смонтирована, она с кровлей была сделана. И поэтому нам топку придется поднимать к этой трубе. Ну, я думаю, мы выкрутимся в этой ситуации. Это каминная топка Альфа 800 от производителя Экокамин. Она стальная, а внутри заполнение выполнено из литьевого шамота. Он позволяет улучшить КПД самой топки. Этот материал еще иногда называют термобетон. Он отражает тепло обратно в топку, тем самым повышая КПД каминной топки. Ну и повышает долговечность стальной конструкции самого камина. 800 это потому что она шириной 800 миллиметров. У нее есть управление горением. Здесь есть 3 ручки. Первая это регулировка шибера. Я двигаю шибер. И функция чистое стекло. Сверху подается воздух. Этот воздух падает вдоль стекла, тем самым создавая барьер между горением пламени и стеклом. И за счет этого сажа не образуется на стекле. Это ручка подача воздуха на горение. Открыть подачу, закрыть подачу. Всем этим можно отрегулировать горение так, как вам необходимо. Разные типы горения. У дверцы есть вот такая вот уплотнительный шнур. И когда она закрывается, вот она поджимается до конца. То есть буквально делаем движение рукой. Раз, и она еще больше прижимается. Тем самым воздух не попадает через дверцу. Здесь есть конвекционные такие вырезы, для того, чтобы была лучше теплоотдача топки. Также есть ребра, такие вот тепловые, чтобы при движении воздуха больше отдавалась температура от топки.
Фартук сделан с небольшим выступом. Сверху это около 3 сантиметров, сбоку сантиметр. Ножки для регулировки положения каминной топки. Резьбы хватает, чтобы поднять каминную топку примерно сантиметров на 7. Такое прямое фронтальное стекло. Есть модели еще с одной боковой прозрачной стороной. Когда открыли, чтобы сразу же сюда не валилась там зола или угли, есть такой вот защитный экран, который удерживает внутри. В комплекте поставляется ручка для управления регулировками. Также здесь колосник, который съемный. Мы подняли его, можно убрать. И для того, чтобы вытащить зольник, сборщик золы, можно колосник не вытаскивать, при очистке вот так вот опрокинуть, достать. И сейчас у меня самая интереснейшая миссия. Мне нужно подключить камин к существующей трубе. Буду делать это один. Камин весит около 150 килограмм. У меня есть домкрат. Ну, сейчас будем что-то придумывать. Защитим обязательно стекло, чтобы оно не разбилось. Потому что самое большое опасение, то что он опрокинется, упадет. Вот, поэтому сейчас надо подстраховаться. Может быть, даже что-то мягкое подложить сразу же перед камином. Сейчас постараемся максимально облегчить каминную топку, чтобы было проще ее поднимать. Поэтому вытаскиваем все детали, которые возможно вытащить из нее. Вот такая вот плита. Нашел тут какие-то металлические подкладки. Наверное, плита была не идеально ровной. Чтобы она не шаталась, подкладывали такие металлические пластины. Так, вроде бы я разобрал все, что здесь возможно открутить. И смотрите, как выглядит это снизу вверх, если смотреть. То есть тут есть полка для того, чтобы пламя заворачивалось и уже уходил в трубу. Эта штука называется пламя-рассекатель или дефлектор. Он увеличивает путь прохождения языков пламени, дымовых газов для того, чтобы сократить потери тепла при горении. Вот это, кстати, видно те самые трубы, которые снаружи вот здесь видны. Вот они тоже от пламени раскаляются, и здесь воздух нагревается внутри, тоже отдается тепло. Намазал герметиком огнестойким, поэтому время пошло на минуты. Поставил домкрат, доску, чтобы дно не проломить. Сейчас попробуем аккуратно. Нужно поднять на 10 сантиметров эту махину. Фух, это оказалось чуть-чуть проще, чем я думал. В общем, самое сложное было это попасть трубой, при этом удерживать здесь. Но прям удачно поднял на 3 сантиметра, подложил досочки. Сейчас мне надо поднимать еще 5 сантиметров. Буду доски подкладывать под каминную топку. Уже эта штука не упадет, потому что труба сверху, она закреплена. И теперь вот этот рычаг удерживает камин от падения. Вот сейчас на всякий случай, конечно же, надо все контролировать, продолжать. В общем, все, я поднимаю, потому что герметик застывает.
вроде все подключил быстро, но проблема, вот он сейчас висит на одной точке. У меня камин ушел на 2 сантиметра вправо, и я никак не могу его сдвинуть. Потому что либо он стоит на ножках, и это все не двигается, либо на домкрате. И на домкрате на одной точке сдвинуть камин тоже не получается. Сейчас принес лом, буду как-то ломом пробовать. Ушло, да? Блин. Фух, я сделал это. Вообще. Я думал, что будет сложнее поднять, а в итоге оказалось сложнее выровнять это все. Все, наконец каминная топка заняла свое положение. Сейчас еще там загерметизирую эти хомуты, накину на соединение. Относительно стены тоже так, как нужно. По идее нужно 10 сантиметров, но так как я хочу добавить сюда еще блок, самое то, что нужно, получается около 22 сантиметров здесь выходит. Как раз и сделать дополнительную стенку отгораживающую, и для конвекции тепла, для вот этой вот, так скажем, правильного работы короба, все будет сделано отлично. Наконец топка на месте. И смотрите, я еще сделал так, что ножки висят. То есть я под них могу вот эти вот блоки сейчас расположить на раствор там, либо на клей. Сейчас подумаю. И топка полностью стоит на вот этих брусках. Вообще, я когда подключил, еще даже хомуты не накидывал. Вот они здесь лежат в свободном виде. А уже такое ощущение, что топка зацепилась за трубу, то есть герметик схватился, и она висит на трубе просто вообще. Вот, из-за этого было сложно ее как-то сдвинуть. Но в итоге все получилось. Освобождаю пространство, и сразу надо сделать опорные камни, чтобы у нас было уже жесткое основание, и уже точно она никуда не делась. Камин, он сам по себе уже как-то занял свою позицию, схватился с трубой, то есть у него нету вообще колебаний там вправо-влево. Когда он встанет на 4 ноги, то вряд ли у него будет какой-то момент, чтобы он там, ну, эти блоки там наклонились, упали. К тому же это все будет в коробе. Даже если закидывать в этот камин какие-то поленья из-за всей дури, я думаю, вряд ли он куда-то сместится, потому что 160 килограмм будут стоять четко, по уровню здесь все сделано. И сейчас пока что камин висит над этими блоками. Денек пусть посохнет раствор, устаканится все, застынет. И после этого нагрузим. Поэтому пока оставляем на деревяшках. Ну что, прошли сутки. Застыл у нас раствор. И теперь можно вот эти временные опорные бруски убрать. Доски я тут подкладывал. Покачал их стороны в сторону. Все очень жестко. Теперь берем ножки и регулируем под нужную высоту. Сейчас гаечным ключом прокрутим, чтобы камин встал плотно. Вот здесь еще есть контрагайка, чтобы у нас раскрутка не произошла. Правда, не знаю, что за должно произойти за событие, чтобы это все раскрутилось. Но на всякий случай для надежности лучше зафиксировать. Выставил по уровню вот этими регулировками ножек. Также замерил расстояние от стены до фронтона камина. Ну, правда, стена еще пока такая черновая, но она сделана довольно ровно. То есть расстояние вот это одинаковое, что на этом углу,
то на том углу. И также проверил завал камина право-лево, то есть по дверце. Все нормально. Зафиксировал вот эти гайки стопорные. И все, у нас камин находится на своей опоре. И с этого момента его можно топить, потому что он полностью готов к эксплуатации. Поэтому сейчас я загружаю обратно все детали, которые достал из камина. То есть все вот это вот, весь комплект возвращаю, прикручиваю и, наверное, его затоплю. Ну и вообще столько возни уже с этим камином, что хочется уже быстрее его зажечь и посмотреть, как он работает. Готово. Все. То от температуры расплавится. Итак, сейчас будем делать первый тестовый запуск, розжиг. Ни разу в жизни не топили камины. Ольга Юрьевна сейчас покажет мастер-класс по укладке дров, чтобы они лежали красиво, как на картинке. Почему не разжигается огонь? Сейчас, Борис, будет все. Ты что там регулируешь? Ну что, вот первый раз затопили камин. Здесь регулировки следующие. Это шибер, то есть перед трубой задвижка стоит, но она там не полностью перекрывает трубу для безопасности, но тем не менее способна уменьшить интенсивность горения. Средняя — это функция чистое стекло, когда подача воздуха, теплого воздуха происходит вот здесь, по вот этой полке. То есть если мы убираем, то может стекло закоптиться за счет того, что языки пламени будут его, облизывать, можно сказать. Поэтому желательно, наверное, все-таки чистое стекло использовать, чтобы горячий воздух подавался сверху. И подача воздуха на горение. Интенсивность горения сразу же снижается, если я уменьшаю. Вот даже пламя меньше стало. Открываю. И разгорается. Ну и, естественно, всем этим нужно регулировать. Например, вот если все закрыть, то будет максимально долгое горение камина. Вот он снижает свою интенсивность, но зато горит долго. Вот так выглядит наша труба, когда топится камин. Дым валит из-под этого козырька, колпака. Дым такого цвета темного, потому что сейчас обгорает внутри печи все. Внутри дымохода вряд ли там что-то может обгорать, хотя если только герметик там. И валит такой черный дым. Помните, мы вот здесь сделали экран такой из нержавейки, который должен был ловить на себя основной поток температуры. Вот, надеюсь, он выдержит и не даст температуре воздействовать на вот этот декоративный колпак. Я пока очень доволен. Сейчас лезу на всякий случай под крышу, проверить всю длину трубы, чтобы точно не было никаких проблем. Пощупать трубу на ее температуру. Сейчас может показаться, что что-то дымит, что-то горит, но на самом деле происходит полимеризация краски, которая находится на корпусе каминной топки. Судя по инструкции, этот процесс нормальный, и это нормальное явление при первой протопке. Поднялся наверх, труба, вот я трогаю, она даже не теплая, то есть она обычной температуры воздуха. Вот. Ну, должно наверняка пройти немало времени, чтобы она хоть как-то нагрелась. Смотрите, по инструкции вот такие камины рекомендуется первоначально протопить на улице. То есть до монтажа выставить на улицу, протопить, чтобы вот это вот все обгорело, выветрилось. И уже устанавливать обгоревшую каминную топку в помещение. Так как у нас здесь дом еще не жилой, здесь ни отделки, ни мебели,
ничего страшного, покоптим внутри, нам это прощается. Краска полимеризуется при действии температуры и остается уже в неизменном виде, больше вот этих выделений не будет при следующих топках. Сейчас еще такие мысли, я вот увидел, о, здесь дымится печь, и у меня сразу же такие опасения, все-таки эта штука связана с огнем, крыша у нас деревянная, и как-то, ну, есть какие-то опасения, а вдруг здесь неправильно сделал, а вдруг тут где-то не подстраховался, где-то сэкономил. Но потом начинаешь осознавать, что трубы купил специально дорогие, сэндвичи тоже дорогие, специальной ваты. Саму каминную топку мы выбрали от ведущего производителя, который уже 20 лет на рынке, что говорит о хорошем зарекомендованном качестве. Монтаж сделал с правильными по инструкции зазорами там, и вроде так, ну, нормально. Первая топка пока такая волнительная, но я думаю, несколько раз мы протопим, я пощупаю, тепловизорами проверю, и все можно будет дальше эксплуатировать.